Планы Трампа на земли Донбасса, авиакомпании возобновляют перелеты из Украины, наказание для Казахстана. Обо всем этом расскажу подробнее. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости. Шольц повстает против Трампа, и Европа огрызается. Что заявляют в Кремле и кому отдадут они украинские ископаемые? Иран создает ядерную бомбу грубо и быстро. Кто им в этом помогает? Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии. Не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Поехали. Российская армия буксует в Украине, но продолжает терять людей пачками. Январь 2025-го стал для оккупантов одним из самых кровавых месяцев. Более 48 тысяч потерь. По данным Института изучения войны, на каждый захваченный квадратный километр приходится около 96 погибших. При этом темпы продвижения ВС РФ снизились по сравнению с декабрем, но уровень потерь остается прежним. Трамп хочет украинские ресурсы. Президент США заявил, что Украина должна поставлять в США редкоземельные минералы в качестве компенсации за почти $300 миллиардов американской военной помощи. По его словам, Киев согласился, а Вашингтону нужна справедливость. Правда, Владимир Зеленский сказал, что совсем не $300 миллиардов было передано со стороны Соединенных Штатов. Но остается неясным, говорил ли Трамп конкретно о редкоземах или о всех стратегически важных ресурсах. Но на фоне зависимости США от китайских поставок его заявление выглядит как попытка перехватить контроль над рынком. Мы говорим Украине, что у них есть очень ценные редкоземельные металлы. Мы хотим, чтобы то, что мы им поставили, было чем-то гарантировано. Мы передаем деньги из рук в руки, оборудование. Европейцы не успевают за нами. Послушайте, между нами океан. Для них это важнее, чем для нас. Но они намного ниже нас по уровню доходов, но не должны платить, по крайней мере, столько же. На самом деле они должны платить гораздо больше, чем мы, но, скажем, наравне с нами. Трамп говорит, что были достигнуты договоренности с Украиной, а в Украине заявляют, что, мол, более того, президент Зеленский сам такое и предложил в плане победы, который презентовал еще в прошлом году. Украина предложила Трампу специальные условия по доступу к своим ключевым природным ресурсам, сообщает Financial Times. Одно из условий – защита этих ресурсов от влияния России и Ирана. Часть уже под контролем ВС РФ, а другие находятся под угрозой из-за активного наступления россиян на Востоке. Киев таким образом пытается привлечь Запад к защите своих стратегических активов, а вот в Москве, конечно же, не могли не отреагировать. Если называть вещи своими именами, это предложение покупать помощь. Покупать помощь, то есть не продолжать ее оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать ее на коммерческой основе. Лучше, конечно, вообще не оказывать помощь и тем самым способствовать завершению этого конфликта. Мы спросили мнение эксперта об этом, насколько такое заявление серьезно, и пока вы слушаете Олега Леснова, пишите свое мнение в комментарии, это обязательно. Все стороны ищут пути для того, чтобы максимально выгодно для себя этот кейс, имеется в виду мирных переговоров, провести. И Трамп в первую очередь. И ему, опять же, таки нужно объяснить своему избирателю, если он захочет продолжать помогать Украине, что он это делает не бесплатно. Об этом он говорил и в начале своей каденции, и в избирательной кампании у него это была красная нить, которая проходила через все вот эти вот периоды. Поэтому здесь ничего удивительного нет. В Украине реакция, она достаточно нормальная, адекватная. То, что кому-то может это не нравится или кто-то забыл, но это по большому счету, извините, их проблемы, потому что Украина изначально зашивала во все свои планы, которые можно называть мирными, можно формулами называть и так далее, зашивала максимально возможные пути для достижения результата.
Не обошлось и без новых амбициозных планов. Трамп подписал указ о создании суверенного фонда в течение года и даже намекнул, что через этот фонд США могут купить TikTok. Но подробностей ноль. Обычно такие фонды формируются за счет профицита бюджета, но у Америки дефицит. А без одобрения Конгресса идея выглядит скорее как громкое заявление без реального механизма. Шольц пытается показать силу Европы перед США. Канцлер Германии заявил, что ЕС способен защищать свои интересы в торговых переговорах с Вашингтоном. По его словам, у Европы есть все возможности, чтобы отстаивать свою позицию, и это послание Америки, которая все же остается союзником. Торговля – одна из главных тем, что неудивительно, и поэтому важно, чтобы все присутствующие согласились с тем, что мы сильны как Европейский Союз, что у нас есть все возможности для того, чтобы позаботиться о наших собственных интересах. И это также сигнал для США, которые в то же время связаны с нами. Мы хотели бы сотрудничать друг с другом. И это также является ключевым вопросом. Он также похвалил президента Мексики Клаудию Шейнбаум за умелую дипломатическую игру, благодаря которой ей удалось избежать новых тарифов от Трампа. «Она сыграла круто», — говорит Шольц. Тут нужно еще добавить, что Канада и премьер-министр Джастин Трюдо также поговорил с Трампом и, так же как и Мексика, отсрочил введение пошлин на 30 дней. Поговорили об этих заявлениях немецкого канцлера с политологом Олегом Лесным. Европа должна осознавать, что есть правила игры, и эти правила игры, хоть нравится это Европе, не нравится, диктует Трамп. И с Трампом можно договариваться. Трамп очень четко придерживается закона золотой середины. И вот эту середину нужно обеспечить себе тем, что поднимать максимально ставки, а потом уже сойтись на вот этой золотой середине с Соединенными Штатами. В кейсе Шольца, я думаю, не только храбрость, которая почему-то появилась именно сейчас, но она, скажем так, если и появилась, то это не только из-за того, что он переживает за Европу. Это он еще переживает на самом деле за результаты на выборах. А выборы уже вот-вот, и нужно показывать, что ты не только канцлер мира, как он себя продает, ну, в кавычки, конечно, беру, электорату, но и тот, кто может пойти в конфронтацию с сильным соперником, чтобы защитить интересы Германии. Казахстан может быть наказан, но вряд ли этого боится. Астана снова нарушает договоренности с ОПЕК+, и теперь вынуждены компенсировать перепроизводство нефти. На заседании совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+, 3 февраля страна подтвердила, что примет меры в 2025 и 2026 годах для выполнения своих обязательств и компенсации излишков добычи за 2024 год. Это происходит на фоне расширения месторождения Тенгиз, что, собственно, и привело к увеличению добычи. Министерство энергетики Казахстана говорит о важности соблюдения обязательств в рамках соглашения ОПЕК+, и о намерении вести переговоры с партнерами в соответствии с международным правом. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Иран может быстро создать ядерную бомбу. Тегеран работает над схемой, которая позволит ему сократить время производства ядерного оружия до нескольких месяцев вместо года. Американская разведка зафиксировала, что секретная группа иранских ученых изучает короткий путь к созданию боеголовок. По данным The New York Times, президент Ирана Масуд Пезешкиян может не знать об этих разработках, ведь ими занимается корпус стражей исламской революции. Разведданные США могут стать темой встречи Трампа и Нетаньяху, которая происходит, может быть, как раз в эти минуты. Но ведь есть такое мнение, что у Ирана уже давно есть ядерная бомба. Вы как думаете? Напишите в комментарии, интересно ли. Дроны из Беларуси оказались у повстанцев в Демократической Республике Конго. Повстанцы захватили военную технику, среди которой белорусские дроны «Беркут-ВМ». Ящики с беспилотниками были обнаружены в аэропорту города Гома после того, как его взяло под контроль движение М-23. Беспилотники этого типа ранее демонстрировались Лукашенко и использовались как мишени для военных учений. Теперь они каким-то образом оказались в зоне вооруженного конфликта в Африке.
Самая полная карта. Теперь можно наблюдать за всей историей человечества в одном месте. Вышла самая полная интерактивная карта мира Time Map. Она охватывает все от шумеров до 21 века, показывая, как менялись границы государств, кто правил, где шли войны и где шли битвы. Карта интерактивная, можно нажимать на флаги, изучать историю стран и сразу переходить к статьям из Википедии. Настоящий масштабный атлас истории в одном клике. Ссылка есть в нашем телеграм-канале, не забывайте подписаться, чтобы всегда оставаться в курсе всего, что происходит. Ryanair готовится вернуться в Украину и ждет мира от Трампа. Исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири заявил, что авиакомпания разрабатывает план возобновления полетов в Украину. Я очень надеюсь, что это произойдет в этом году. Я думаю, что одной из вещей, которые Трамп может сделать, надеюсь, будет скорейшее решение вопроса незаконного вторжения России в Украину. По его словам, рейсы могут запуститься уже через 4-6 недель после прекращения боевых действий. Компания планирует 24 маршрута в Киев и Львов, но для запуска нужен минимум режим прекращения огня, иначе Европейское агентство безопасности просто не даст разрешения на полет. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал. Все это непременно очень важно, как и кнопочка «Супер спасибо», ведь так вы можете нас поддержать. У меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.